Всем привет! В этом ролике вяжем комбинезон для новорожденного на 0,3 месяца, размер 62-68. Вяжем из плюшевой пряжи, расход 3 мотка. Так как у меня нет модельки, в качестве выкройки я использовала вот такой хлопковый комбинезончик. Его размер 62. Оставляла запасы и по длине, и по ширине. Если у вас на руках есть подобная выкройка, вы можете связать комбинезон на любой размер. Вязать будем из красивой пряжи Гималая Dolphin Festival. Плюшевая пряжа с разноцветными твидовыми вкраплениями. В составе полиэстер и полиамид. Цвет 81132. Нежный кораллово-розовый. Для работы рекомендуются спицы номер 8. Я буду вязать на спицах номер 8. В мотке на 100 грамм 100 метров. Пряжа нарядная, очень нежная, необычная. Плюш плотный, пряжа сама себя украшает и в обычной лицевой глади. Пряжа высшего качества, очень плотная, в процессе эксплуатации не линяет и обладает светоотражающим флуоресцентным эффектом. Подходит для вязания игрушек, аксессуаров и предметов одежды. Начинаем вязание с капюшона. Вяжем на спицах номер 8. Длина лески у меня здесь 60 сантиметров. Обычным способом набираем нужное количество петель. Для этого обхват головы. У меня приблизительно 40 сантиметров для новорожденного. Умножаем на нашу плотность. У меня в 1 сантиметре 1 петля. Соответственно, я набираю 40 петель плюс 2 кромочные. Свяжем кулиску для капюшона. Для этого 7 рядов нам надо провязать лицевой гладью. Кромочную снимаем. В изнаночных рядах провязываем все петли изнаночными за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. В лицевых рядах все петли провязываем лицевыми за заднюю стенку. Провязываем 7 рядов. Я провязала 7 рядов. Мы закончили изнаночным рядом. В лицевом ряду будем формировать кулиску. Подгибаем вот таким образом наше полотно. Будем подхватывать дальние стенки петель наборного ряда. Снимаем петлю со спицы, подхватываем дальнюю стенку петли наборного ряда. Возвращаем 2 петли на спицу и провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Вновь снимаем петлю со спицы, подхватываем дальнюю стенку петли наборного ряда. Возвращаем 2 петли на спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Таким образом будем продолжать до конца ряда. Главное здесь не пропустить ни одной петли, чтобы полотно не скосилось. Петлю снимаем, подхватываем дальнюю стенку, возвращаем 2 петли на спицу и провязываем лицевой. В итоге у нас сформируется вот такая полость, куда мы потом будем вставлять шнурок. Далее нам надо провязать 10 сантиметров в высоту лицевой гладью. Для других размеров ориентируйтесь по табличке. Смотрим на мерку, диаметр донышка. Вяжем изнаночный ряд изнаночными, лицевой ряд лицевыми петлями. В 1 сантиметре у меня 1,25 ряда. Соответственно, 10 сантиметров это 12,5 рядов. Количество рядов должно быть нечетным. Я провяжу 13 рядов. Далее все петли делим на 3 части. Первая часть у меня кромочная 13 петель, центральная 14 и вторая часть 13 петель и кромочная. Провязываем петли первой части плюс петли центральной части, не довязывая одну петлю. Эту последнюю петлю нам надо провязать вместе с первой петлей следующей боковой части. Маркер убираем. Провязываем 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Разворачиваемся. Будем вязать в обратную сторону, работая только с центральной частью и постепенно захватывая петли боковых частей. Вяжем петли центральной части, не довязывая одной петли до маркера. Петлю до маркера и петлю после маркера нам надо провязать вместе. Маркер убираем. Возвращаем петлю, провязываем 2 вместе изнаночные за задние стенки. Разворачиваемся. В начале и в конце центральной части нам необходимо делать убавления с периодичностью то в 4 ряду, то в 6. Здесь у нас ряд с убавлениями. После того, как пересняли первую петлю, мы будем провязывать 2 вместе с наклоном влево, а в конце центральной части 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Сделали первую убавку. Довязываем петли центральной части, не довязывая 2 петли до последней. Их нам надо провязать лицевой с наклоном вправо.
Мы их разворачиваем, провязываем лицевой за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе с первой, предварительно ее развернув. Возвращаем на спицу и провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Мы сделали убавление петель через один лицевой ряд. Следующее убавление в центральной части у нас будет через 2 лицевых ряда. Разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. Последнюю петлю центральной части тоже будем провязывать вместе с первой петлей боковой части. Между центральными и боковыми петлями у нас образовывается вот такое большое расстояние. Соответственно, 2 этих петли нам надо провязывать вместе. Разворачиваемся, вяжем лицевой ряд. Первую петлю снимаем, провязываем петли лицевыми. В конце ряда разворачиваем петлю, провязываем ее вместе с первой петлей боковой части. Таким образом, нам надо вязать, пока у нас не уйдут все боковые петли. Делаем убавление в центральной части, то через один лицевой ряд, то через 2. Вот такую форму принимает наш капюшон. По центру остается несколько открытых петель, боковые петли закрыты. По этим боковым закрытым петлям нам надо добрать необходимое число петель. Далее будем переходить на вязание реглана. С изнаночной стороны поднимаем петли изнаночными, вводим спицу под обе стенки кромочной, вытягиваем петлю рабочей нитью. Одна петля из-под каждой кромочной. Добираем петли до конца ряда. Кулиску нашу не трогаем, оставляем здесь отверстие, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону лицевыми. Провязываем боковые петли, центральные петли и добираем петли на второй части капюшона. А здесь мы петли добираем лицевыми. Вводим спицу под обе стенки кромочной и вытягиваем петлю рабочей нитью. Тоже из-под каждой кромочной одна петля. У меня на капюшоне 20 петель. Провяжем один ряд изнаночными петлями. Далее распределим все наши петли. Вот наше основание капюшона. Здесь 20 петель. По одной петле оставляем на регланной линии. Вычитаем 4 петли регланных линий. Остается 16 петель. Здесь у нас будут регланные линии. Оставшееся количество петель делим на 3 части: спинка, перед и 2 рукава. 16 на 3 не делится, поэтому просто раскидываем петли. 3 петли оставляю на одну полочку и 3 петли на вторую. 6 петель на спинку, остается по 2 петли на рукава. Развесим маркеры по нашей схеме. 3 петли полочки, отделяем маркером. Далее идет 1 петля регланной линии и 2 петли рукава. Отделяем маркером. Регланная петля и 6 петель спинки, маркер. Регланная петля и 2 петли рукава, маркер. Регланная петля и 3 петли полочки. При вязании реглана прибавление делаем в лицевых рядах вокруг каждой из регланных линий. Вяжем до первого маркера. Перед маркером регланной линии прибавление петли с наклоном вправо. Для этого протяжку накидываем на левую спицу вот таким образом, чтобы нить шла на себя. Провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Далее маркер перекидываем, провязываем лицевую регланной линии. Накидываем протяжку на левую спицу таким образом, чтобы нить шла в направлении от себя. Провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Вяжем до следующего маркера регланной линии. Накидываем протяжку. Выполняем прибавление петли с наклоном вправо. Маркер. Лицевая петля регланной линии всегда неизменна. Прибавление петли с наклоном влево. То есть вокруг каждой из регланных линий мы будем делать такие прибавки. Перед маркером прибавление петли с наклоном вправо. Накидываем протяжку, нить в направлении на себя. Провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Маркер 1 лицевая. После регланной линии прибавление петли с наклоном влево. Довязываем ряд до конца. Разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд. В изнаночных рядах все петли у нас изнаночные. Здесь мы прибавления не делаем. Просто довязываем ряд до конца изнаночными. В лицевом ряду снова прибавки.
Перед маркером прибавление петли с наклоном вправо. Провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку, маркер, лицевая, прибавление петли с наклоном влево, скрещенная лицевая за заднюю стенку. Вяжем длину регланной линии, делаем прибавление вокруг регланных линий в лицевых рядах, изнаночные ряды провязываем без изменений. Я провязала 18 рядов регланной линии. Далее будем отделять рукава от тела комбинезона. Провязываем петли первой полочки. Вяжем до маркера регланной линии. Регланную петлю тоже провязываем, переносим в тело комбинезона. Далее у нас идут петли рукава. Их нам надо переснять на дополнительную нить. При помощи иглы просто переснимаем петли первого рукава. Завязываем нить, чтобы петли никуда не убежали. На спинке нам надо провязать 2 дополнительных ряда для формирования ростка. Поэтому нить от полочки мы отрезаем, подводим к петлям спинки и провязываем 1 ряд лицевыми, 1 ряд изнаночными. Только петли спинки. Довязали до маркера регланной линии, маркер убираем, регланную петлю тоже провязываем. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону, петли спинки изнаночными. Развернулись, соединим петли полочки с петлями спинки, но доберем 2 дополнительные петли вот таким образом для подреза. Подводим петли спинки, провязываем их лицевыми. Вяжем до второго рукава. Петли второго рукава тоже переснимаем на дополнительную нить при помощи иглы. Здесь я тоже добрала 2 воздушные петли и подводим петли спинки к петлям второй полочки, довязываем ряд до конца. Рукава отсоединили. Далее будем вязать тело комбинезона. В лицевых рядах вяжем лицевые, в изнаночных изнаночные. Я провяжу 28 рядов. Длина комбинезона готова. У меня 56 петель. Делим все петли пополам, чтобы найти серединку на спинке по 28 петель. Выделяем маркером серединку и от серединки выделяем еще по 2 петли в левую сторону и в правую. Провяжем 1 лицевой ряд. Петли лицевые вяжем до конца ряда. В конце ряда добираем 4 петли воздушными петлями, накручиваем нить на спицу вот таким образом. Добираем 4 петли, затягивайте петли потуже. И здесь мы соединяем вязание в круг. Эти 4 набранные петли тоже можно выделить маркерами. Вяжем ряд лицевыми по кругу. Дошли до наших набранных петель. Провязываем их лицевыми. Еще 1 ряд довязываем по кругу. Далее будем делать расширение для вывязывания ластовицы. Для нее будем делать прибавки от этих наших набранных 4 петель вправо и влево на передней части и на спинке. Перед петлями накидываем протяжку, нить в направлении на себя, провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку, делаем прибавление петли с наклоном вправо. Провязываем наши 4 петли ластовицы. После них протяжку накидываем, нить в направлении от себя, провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку, прибавили петлю с наклоном влево. Вяжем до ластовицы на спинке, до наших выделенных 4 петель. Переснимаем маркер. После маркера делаем прибавление петли с наклоном вправо. Точно так же накидываем протяжку, нить в направлении на себя, провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Вяжем 4 петли ластовицы. Перед маркером накидываем протяжку, нить в направлении от себя, провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Довязываем ряд. Следующий ряд вяжем лицевыми по кругу без прибавок, то есть прибавления для ластовицы у нас идут через ряд.
На передней части на ластовице у меня уже 6 петель. Делаю прибавку перед этими 6 петлями и после. Перед ними прибавление петли с наклоном вправо, скрещенная лицевая за переднюю стенку. Далее 6 лицевых. Прибавление петли с наклоном влево. Скрещенная лицевая за заднюю стенку. Вяжем до ластовицы на спинке. После маркера прибавления петли с наклоном вправо накидываем протяжку, нить в направлении на себя, скрещенная лицевая за переднюю стенку. Далее 6 лицевых. Перед маркером прибавление петли с наклоном влево. Довязываем ряд. Петли ластовицы переснимаем на обычную булавку. 8 петель. Рабочую нить отрезаем и подводим к петлям штанины после ластовицы. Провязываем их лицевыми. Вяжем до петель ластовицы на спинке. Их мы тоже переснимаем на обычную булавку. Лишние маркеры можно убрать. Сейчас будем вывязывать длину одной штанины, затем второй. Замыкаем вязание в круг. Будем вязать по кругу лицевыми. У меня здесь 26 петель. Провязываем 5 рядов лицевыми. В каждом шестом ряду будем делать убавление. Маркер начала ряда повесим вместе соединения штанины. Вяжем 5 рядов лицевыми. В каждом шестом ряду делаем убавки. После маркера начала ряда провязываем одну лицевую. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Довязываем ряд, не довязывая 3 петли до маркера. Здесь 2 петли нам надо провязать вместе лицевой с наклоном влево. Мы их разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки и одна оставшаяся лицевая. Далее снова провязываем 5 рядов лицевыми по кругу. В шестом ряду делаем убавки. Я провязала 18 рядов штанины. У меня здесь 3 ряда с убавлениями. Далее переходим на вязание резинки, при этом уменьшим количество петель. Вяжем лицевую, изнаночную, лицевую, 2 петли вместе изнаночной за передние стенки. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной. Довязываем таким образом ряд по кругу. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе. Довязали ряд. Далее будем вязать резинку 1 на 1. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Всего провяжем 10 рядов резинкой. Для удобства вязания здесь можно перейти на носочно-чулочные спицы. Оставляем конец нити, равный 3 окружностям отрезка, который надо закрыть. Нить отрезаем, вставляем в иглу с широким ушком. Будем закрывать петли при помощи иглы. И нам надо сшивать попарно 2 лицевые с лицевой стороны, то есть изнаночную пропускаем. С изнаночной стороны она та же лицевая. 2 лицевые здесь, 2 лицевые здесь. При этом первую петлю снимаем со спицы, вторую петлю оставляем и разворачиваем петли спинками друг к другу. Протягиваем рабочую нить. Переходим на изнаночную сторону. Снимаем петлю слева направо, вводим иглу в следующую лицевую справа налево. Слева направо петлю снимаем, изнаночную пропускаем, вводим в следующую лицевую справа налево. С изнаночной стороны слева направо снимаем петлю со спицы, справа налево оставляем. Таким образом будем закрывать петли до конца ряда. Первую петлю снимаем, вводим иглу под стенку следующей лицевой, протягиваем нить, снимаем слева направо, в следующую петлю вводим иглу справа налево. Закончились петли на одной спице. Лицевую петлю снимаем, вводим иглу в следующую лицевую, подхватываем правую стенку. Закрываем таким образом петли до конца ряда. Остается 2 петли на спице. Первую лицевую снимаем, ищем ту лицевую, которую мы закрывали в начале,
подхватываем правую стенку, протягиваем нить, снимаем следующую петлю слева направо и с изнаночной стороны тоже ищем лицевую, подхватываем правую стенку, затягиваем нить, делаем небольшой узелок и прячем хвостик. Так как у нас здесь будет отворот резинки, хвостик нам надо прятать по лицевой стороне. Пропускаем нить, уводя иглу по задним стенкам петель. Аналогично вывязываем вторую штанину и сошьем петли ластовицы. Переносим петли на спицы с булавок. Будем сшивать петля в петлю. Попарно будем сшивать по 2 петли на одной спице и на второй. При этом первую петлю снимаем, вторую петлю оставляем на спице. Протягиваем рабочую нить. Первую петлю снимаем, вторую петлю оставляем на спице. В первую петлю вводим иглу снизу вверх, снимаем со спицы. Во вторую петлю сверху вниз оставляем на спице. На второй спице вводим иглу сверху вниз, снизу вверх. Переходим на первую спицу. Вводим иглу снизу вверх, снимаем со спицы. Во вторую петлю сверху вниз оставляем на спице. На второй спице сверху вниз, снизу вверх. Сшиваем таким образом петли ластовицы. Такой незаметный шов у нас получается. По бокам от ластовицы остаются 2 отверстия. Мы их просто затягиваем при помощи иглы. Подхватываем стенки петель и протягиваем нить. Уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем и сразу прячем конец нити, уводя по задним стенкам петель. Теперь переходим к рукавам. Переносим петли рукава на спицы с леской 40 см. Из подрезов нам надо добрать недостающее количество петель. Сейчас у меня на рукавах 20 петель. Подводим рабочую нить, вытягиваем петли таким образом, чтобы не было больших расстояний между ними. Я доберу еще 6 петель. Замыкаем вязание в круг. Будем вязать рукав по кругу, делая убавление в каждом 5-м ряду. Посередине подреза повесим маркер начала ряда и провязываем 4 ряда лицевыми. В каждом 5-м ряду будем делать убавления, такие же, как и на ножках. После маркера начала ряда 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Далее вяжем рукав по кругу, не довязывая 3 петли. 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда 1 лицевая. Далее вновь вяжем 4 ряда лицевыми по кругу. В 5-м ряду делаем убавление. Я провязала 15 рядов. Заканчиваем рукав манжетом резинкой 1 на 1. Провязываем 8 рядов. Здесь также для удобства вязания можно перейти сразу на носочно-чулочные спицы. На манжеты у меня здесь тоже 16 петель. Провязываем 8 рядов резинкой 1 на 1 и закрываем петли эластичным способом при помощи иглы. Следующий этап — обвязывание планки. Здесь нам понадобится пуговица. У меня вот такие красивые пуговки-стразы. У девочек на комбинезоне пуговки должны быть расположены слева. Если вы вяжете комбинезон для мальчика, то пуговки располагайте справа. Петли добираем справа налево, подводим рабочую нить, находим крайнюю кромочную, вводим спицу под обе стенки, вытягиваем петлю рабочей нитью. Вводим спицу под следующую кромочную, под обе стенки. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. Добираем таким образом петли до низа изделия, до наших набранных петель ластовицы. Количество петель должно быть нечетным. Я добрала 25 петель. Разворачиваемся, вяжем поворотными рядами, вяжем резинку 1 на 1, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая. Довязываем ряд до конца.
последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Всего провяжем 5 рядов резинкой. Закрываем петли обычным способом, провязываем петлю лицевой, накидываем предыдущую. Следующую петлю снова провязываем лицевой, накидываем предыдущую. Повторяем до конца ряда. Закрываем все петли, только петли не затягивайте, чтобы полотно не стянулось. Определяем местоположение пуговиц. Одну пуговичку расположите сверху, вторую снизу, третью между ними. Пришиваем обычной нитью с иглой. Такую же планку нам надо связать на второй стороне, но здесь будем вывязывать отверстия для наших пуговиц. Набираем такое же количество петель, 25 петель. Точно так же вытягиваем по одной петле из каждой кромочной. Два ряда провяжите резинкой 1 на 1. В третьем ряду будем формировать отверстия для пуговиц. Для верхней пуговицы кромочную снимаем, провязываем одну петлю, далее закрываем 2 петли, провязываем лицевую изнаночную, накидываем предыдущую, закрыли одну петлю, провязываем следующую петлю по узору, накидываем предыдущую, закрыли вторую петлю. Далее 7 петель вяжу по узору, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И снова закрываю 2 петли для второго отверстия, провязываю лицевую изнаночную, накидываю предыдущую, следующую петлю накидываю предыдущую. И внизу формируем третье отверстие для пуговицы. Закрываем 2 петли, первая, вторая и кромочная. Разворачиваемся, вяжем 4-й ряд планки. Нам надо добрать петли в тех местах, где мы их закрывали. Вяжем петли по узору, это петля лицевая. Далее 2 петли набираем вот таким воздушным способом, накручивая нить на спицу. 2 петли закрывали, 2 петли набрали. Далее вяжем петли по узору до следующего отверстия для пуговицы. Здесь мы тоже добираем 2 петли, накручиваем петли на спицу и вяжем до третьего отверстия для пуговицы. Точно так же добираем 2 петли. Довязываем ряд. Следующий ряд провязываем по узору резинкой над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Наши набранные петли включаем в узор. Довязываем ряд и закрываем петли, провязывая их лицевыми и накидывая предыдущую. Комбинезон почти готов. Нам осталось пришить петли планки вот в этом месте внизу. Сначала пришиваем ту планку, где у нас пуговицы. Будем просто подхватывать заднюю стенку петли на изделие, петлю на планке. Заднюю стенку петли на изделии, следующую петлю на планке. Таким образом аккуратно пришиваем одну часть планки и вторую часть. Подхватываем петлю с планки, петлю с изделия. Планка готова. Свяжем шнурок для капюшона. Шнурок — это просто цепочка из воздушных петель, связанных крючком. У меня крючок номер 7. Формируем первую петлю, затягиваем. Далее подхватываем рабочую нить и протягиваем нашу петлю на крючке. Я провяжу шнурок из 80 воздушных петель. В конце затягиваем петлю потуже. При помощи булавки вставим шнурок в нашу кулиску. Вводим булавку в отверстие на капюшоне и начинаем потихоньку протягивать шнурок. Комбинезон готов. Отправляем его на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушила на горизонтальной поверхности в расправленном виде.
Вот такая красота у нас получилась. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.